Приступаем к сооружению дымохода. Его внешняя оболочка из керамзитобетонных блоков. Внутри труба из керамики. Этот материал долговечен, термоустойчив и нечувствителен к окислению. От перегрева дымоход защитит слой базальтовой ваты. В верхней части дымохода 45-градусный тройник подключения. Чугунную топку и дымоход соединяет стальной патрубок. Вырезаем в кровле отверстие. С внешней стороны закрываем трубу оболочкой из фибробетона для защиты дымохода от атмосферных осадков. Металлический конус служит для внутреннего проветривания трубы. Юрий, неожиданное решение предлагают наши дизайнеры. Повесили телевизор на короб камина. Более того, в самом камине сделали ниши для разных предметов, в том числе и для пластинок. И вот у меня, конечно же, вопрос, не нагреются ли предметы? Нет, не нагреются. Для этого мы предусмотрели систему воздушного охлаждения поверхности, на которой у нас установлен телевизор. Камин уже топится давно, да. А можете потрогать рукой. Поверхность за телевизионной панелью у нас не нагрелась. Да, прохладная. Причем вся поверхность, как бетонная штукатурка, так и металлическая плитка. Особенно вот эта поверхность, мы можем проверить это на 27 градусов. Приборе. Угу. А что у нас тогда в топке? В топке. Ух ты, больше 300. Да. Да, и такой жар по ногам идет, прям чувствуется. А каким же образом у нас получается? Здесь очень горячо, здесь умеренно холодно, а конструкция одна. Давайте, Оля, я вам покажу, как все устроено. Давайте. Смотрите, с обеих сторон портала у нас установлены вот такие вот вентиляционные решетки, которые служат для охлаждения поверхности, на которой установлен телевизор. Снизу и сверху этого портала у нас установлены решетки, которые служат для циркуляции воздуха вокруг топки. Давайте я покажу. Так, у вас есть какой-то прибор. Это фитиль, я так понимаю, да? Дымовой карандаш. Как видите, воздух очень активно поступает в эту решетку. Действительно, затягивается активно. А с верхней решетки еще более активно Выходит в помещение, да, заметно. То есть получается, что мы решаем две важные задачи. У нас остается холодным короб камина, и мы можем действительно вешать и телевизор, и часы, и в нишу класть какие-то предметы. И, во-вторых, все-таки камин отапливает это помещение. Да, действительно, прохладный воздух из помещения поступает через нижнюю решетку, а через верхнюю нагретым выходит в помещение. А насколько безопасна наша конструкция камина? Все-таки мы установили его в каркасном доме. Для того, чтобы обезопасить деревянные конструкции, мы установили самый безопасный дымоход. Он имеет систему внутреннего проветривания. Небольшое количество воздуха поступает через вентиляционную решетку и проходит через всю конструкцию дымовой трубы. Таким образом, наружная поверхность не перегревается никогда. Значит, нашим героям нечего бояться. Абсолютно. Здравствуйте, здравствуйте. С возвращением на вашу дачу. Да, ой, спасибо, Никит, большое. Очень красивые цветы. Как вы? Как ваше настроение? Замечательно. Хорошее настроение. Да, и тортик я вижу даже уже. Спасибо дачному ответу. За то, что мы сделали вам это. Что представляете? Пока мы ехали, мы увидели один сюрприз, о котором, в принципе, мы мечтали, но не надеялись. Это вот трубу от печки мы увидели. Нас, конечно, это очень порадовало. Так. Нам уже нравится. Круто. Внутри, конечно, камин кирпичный, да. Он сделан специально теплоизоляционными плитами, отделан для того, чтобы его можно было использовать как шкафчик, как нишу. Здесь не нагревается от печки. Вы можете хранить даже пластинки, книжки, все что угодно. Здесь абсолютно температура комнатная. А что можно за камень положить. такой? А это натуральный мрамор. Называется тиквот. Он имитирует древесину, да. Видите, какой у него интересный и такой сложный рисунок. Да. Ой, у меня сердце замирает. Я сейчас загорюсь. Там биться сердце бьется, говорю, нет, у меня жжет где-то здесь, а сердце у меня замерло.